Доброго вам утра, дня и вечера. Я Баба Маша на канале Микродозы Мухомора. Мы продолжаем разбирать эффекты приема микродоз мухомора на различные заболевания. Я представляю вам информацию по первому и единственному международному исследованию микродоз мухомора, в котором приняли участие более 4500 человек. Проект стартовал в 2019 году. Сегодня мы рассматриваем псориаз. Что такое псориаз? На данное время этиология псориаза, то есть его происхождение, недостаточно изучена, но считается, что это хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, выражающееся в поражении кожи в виде дерматоза. На коже образуются так называемые псориазные бляшки. Это красные или серые или серебристые пятна, иногда напоминающие застывший воск или парафин, сухие, приподнятые над поверхностью кожи. Образования, они сливаются между собой и являются участками хронического воспаления и избыточной пролиферации. По некоторым данным, частота псориаза в популяции около 10-11%. Псориазные бляшки могут появляться где угодно на поверхности тела. Они могут быть на поверхностях локтевых и коленных сгибов, ладоней, кистей, стоп, включая кожу волосистой части головы и так далее. Псориаз также может сопровождаться сильным кожным зудом или болью, и в зависимости от тяжести локализации поражения пациенты испытывают физический и психологический дискомфорт, что порождает еще больший стресс и социофобию. Псориаз – это хроническое заболевание, которое характеризуется волнообразным течением периода обострения, ремиссии и часто связано со стрессовыми ситуациями, неблагоприятные внешние условия или, например, употребление алкоголя. Существует несколько клинических классификаций псориаза, которые в данное время мы рассматривать не будем. И конкретно перейдем к материалу, который собран нами и представлен на каналах в Телеграме. До нашего исследования никаких указаний на то, что прием микродоз мухомора влияет на течение псориаза, не было ни в российских, ни в иностранных источниках. И мы сами обнаружили это совершенно случайно. Это было побочным эффектом микродоз мухомора, о чем написали нам участники проекта. Вопрос по псориазу мною был поставлен в анкету в октябре 28 2019 года. У меня диагностирован псориаз, принимаю микродозы, мой результат. Всего проголосовало по данному вопросу 63 человека. Прогресс в сторону улучшения 40% 25 человек. И значительное улучшение 24% 15 человек, что в общей сложности составляет 64%, когда псориаз двигается в сторону ремиссии. То есть мы видим, что мухомор – это не панацея и не вылечивает псориаз в 100% случаев. 64% по данным голосования улучшения в течение псориаза. Без изменений 29% 18 человек и ухудшение 5 человек 8%. Затем я поставила второй вопрос. Для определения конкретно какая форма продукта мухомора помогает при псориазе. Вопрос также поставлен в октябре, 28 октября 2019 года. У меня диагностирован псориаз. Отмечаю прогресс при употреблении приема микродоз 63%, 48 человек. Прием настойки внутрь 17%, 13 человек. Мазь наружно 13%, 10 человек. Прием настойки наружно 7%, 5 человек. По данному вопросу свое мнение зафиксировало 76 человек. То есть 76 человек, страдающих псориазом, получили положительные эффекты от использования той или иной формы мухомора. Далее я прочитаю вам несколько отзывов по псориазу и приему продуктов мухомора. Отзыв 1 сентября 2021. У меня псориаз, и я заметил, что на руке и на ноге пальцы начали болеть. Это характерный при псориазе артрит. После мухоморов боль прошла и опухлость. Да, в клинической классификации псориаза есть раздел, посвященный псориазному артриту. Следующий отзыв по псориазу также поставлен 1 сентября этого года. Прилагаются фотографии, описание размера очагов, локализация очагов. Человеку
40 лет, мужской пол. Он описывает течение данного заболевания и описывает эффекты приема мухомора. Осенью 2020 года пробовал мухомор в течение 3 недель, 1 грамм в сутки. Перед сном зуд уменьшился, очаги заметно ослабли. Весна 2021 года. Сейчас употребляю сухой перемолотый мухомор 2 недели, 0,4 грамма с утра и 0,6 вечером. Болячки сильно ослабли и побледнели. Следующий отзыв 11 августа 2021. Большой отзыв. Я зачитаю только то, что относится к псориазу. Муж 2 года мучился псориазом на спине. После применения настойки мухомора все прошло. Следующий отзыв поставлен 8 июня 2020 года. Стала принимать мухоморы 3 недели назад. Начала 0,5, подняла до 0,8 грамма в течение недели. На 0,8 я решила остановиться, себя чувствовала очень хорошо. Ментально, и мой псориаз начал уходить очень быстро. 1 июня этого года, 41 год, имею кучу заболеваний, в том числе и псориаз. Я забыл, что такое гипертония, голова всегда ясная, на душе спокойно, без внутреннего диалога и панических мыслей. Сплю крепко, засыпаю быстро. Хотя раньше без успокоительных долго не мог уснуть. Также почти прошел псориаз на локтях, а новые бляшки так и не появились за время микродозинга, хотя раньше каждый год я страдала от этого. Отзыв 31 мая этого года. У меня псориаз. Первые симптомы: очаг на скуле 6 лет назад. Год назад пришло еще на брови и грудь. Признаки сошли на 5-6 день приема микродоз. Прошла апатия к миру, ушла депрессия, стало легче воспринимать и так далее. Отзыв 2 мая этого года. Также из плюсов мухомора: у меня всю жизнь есть псориаз, и спустя 2,5 месяца микродоз он начал уходить. Никогда в жизни такого маленького количества элементов не было, он почти пропал. Это просто невероятно, никакими мазями дополнительно не пользовалась. Отзыв от 24 апреля этого года. Псориаз у жены от мази прошел, думаю, потом вернется. Болезнь странная. Мазь мухоморная и по 0,5-0,6 грамм внутрь сухого. Мазь недели 2, сухой месяц. 16 апреля этого года. К сожалению, мой знакомый псориазник не может удержаться без алкоголя даже неделю. Чистота мухоморного эксперимента разрушена. Зато неожиданно мой друг, 42 года, псориаз на голове и на спине, уже месяц ест микродозы аммониты и показал мне места, где псориаз начал проходить. Ну и так далее. Там очень много. Я не буду прокручивать до 2019 года. Отзывов много. Если кого-то интересует, вы можете прийти ко мне по нику, поставленному под видео, и я сброшу вам папку с каналами, с голосованием, с отзывами и прочими. Еще очень часто мне задают вопрос: нужно вылеживать, не нужно вылеживать собранные мухоморы. Друзья мои, на этом канале есть видео под номером 3. Там я подробно объясняю, надо ли вылеживать, не надо ли вылеживать, кому нужно вылеживать и почему. Пожалуйста, посмотрите это видео и не пишите мне этот вопрос в личку. Спасибо вам огромное. А я желаю вам веселого времяпрепровождения. Мы еще увидимся. Баба Маша.